Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, коллеги-юристы и все, кто внимательно следит за резонансными уголовными делами в Украине. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 15 июня 2026 года. Во Львове прошло очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Обвиняемым по этому делу проходит Вячеслав Зинченко из Днепра. Как всегда, я провожу подробный мониторинг и глубокий юридический анализ каждого шага процесса. Именно в таких громких делах особенно отчетливо проявляются системные пробелы в нашей судебной системе. Вопросы реального соблюдения процессуальных прав, гарантий защиты и принципы справедливого судебного разбирательства в таких делах особенно четко видны. Сегодня в зале суда произошло то, что с полным правом можно назвать настоящим юридическим театром абсурда, который оставил огромное количество вопросов и очень мало для непосвященных ясных ответов. Самый главный и громкий скандал сегодняшнего заседания – это полная неопределенность и хаос вокруг правового статуса адвоката Ларисы Криворучко. Суд официально огласил информацию из Единого реестра адвокатов Украины. Право Ларисы Криворучко на занятие адвокатской деятельностью остановлено решением Винницкой квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры от 5 июня 2026 года. В реестре это указано максимально четко и недвусмысленно, красным цветом по белому фону. Внимание! Право на занятие адвокатской деятельностью остановлено. Зинченко, узнав об этом, сразу отреагировал и попросил предоставить ему время на поиск нового адвоката. Суд, учитывая, что уголовное производство уже находится на завершающей стадии и в ближайшее время необходимо продлевать меру пресечения, принял решение назначить обвиняемому государственного адвоката. Был объявлен перерыв до 15:30. После перерыва государственный защитник появился в зале суда. Однако, судя по всему, его роль свелась преимущественно к формальному присутствию при решении вопроса о продлении содержания под стражей. Давайте разберем эту ситуацию глубоко и детально с правовой точки зрения, согласно статье 48 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Каждый подозреваемый и обвиняемый имеет гарантированное Конституцией право на квалифицированную юридическую помощь. Если адвокат по соглашению, по каким-либо причинам теряет возможность осуществлять защиту, суд обязан обеспечить участие защитника иным способом, в частности через систему бесплатной вторичной правовой помощи. Назначение государственного адвоката в такой ситуации является стандартной и полностью законной процедурой. Однако здесь есть очень важный нюанс, на который я хочу обратить ваше особое внимание. Новый адвокат обязательно должен получить достаточное, разумное время для полноценного ознакомления со всеми материалами уголовного производства. Простое
формальное присутствие ради галочки не соответствует ни требованиям национального законодательства, ни международным стандартам справедливого судебного разбирательства, которые закреплены в статье 6 Европейской конвенции о правах человека. Такой формальный подход в дальнейшем может стать серьезным основанием для обжалования судебных решений, в том числе в апелляционной инстанции и даже в Европейском суде по правам человека. А теперь давайте поговорим о самой интересной и противоречивой части оппозиции адвоката Ларисы Криворучко. Зинченко сообщил суду, что на странице Ларисы Криворучко в Facebook размещена информация о якобы признании судом незаконной остановки ее адвокатского свидетельства. При этом Криворучко на своей странице в Facebook ссылается на остановку якобы на 6 месяцев по решению от 5 июня 2026 года. Друзья, здесь мы сталкиваемся с серьезным фактическим и юридическим противоречием. Согласно официальным данным реестра, остановка права на занятие адвокатской деятельностью была применена не на 6 месяцев, а на 1 год. Возникает вполне логичный вопрос. Какое именно решение Винницкого КДКА Лариса Криворучко на самом деле оспаривает в суде? Это техническая ошибка в публикации, недоразумение, или речь идет о совершенно другом дисциплинарном производстве? Особенно тревожным и настораживающим моментом выглядит то, что на подготовительном судебном заседании по ее административному иску против решения Винницкого КДКА, которое состоялось 4 дня назад, по-моему, это 11 или 10 июня, Криворучко по имеющейся информации не заявила ходатайство об обеспечении иска путем остановки действия оспариваемого решения, то есть решение Винницкого КДКА об остановке права занятия адвокатской деятельностью Криворучко. То есть остановка не остановлена. И ходатайство об остановки тоже не заявлено. А ведь это один из самых эффективных, стандартных и широко применяемых инструментов в подобных спорах, который позволяет адвокату продолжать работу до окончательного разрешения дела судом. Я об этом говорил в одном из своих предыдущих видео. Отсутствие такого ходатайства об остановке решения Винницкого КДКА, которым остановлено право Криворучко на занятие адвокатской деятельностью на 1 год, со стороны опытного адвоката, каковым позиционирует себя Лариса Криворучко, выглядит с моей точки зрения как фактически отказ от дальнейшего выполнения своих профессиональных обязанностей перед подзащитным. Есть такой нюанс, который называется адвокатская этика. Может, Криворучко с этим не знакома. Так вот, отсутствие такого ходатайства имеет место, и в результате вот той публикации на странице в Фейсбуке клиент оказался в полном
полнейшем правовом вакууме. Он не понимает, кто именно его защищает, на каких основаниях и будет ли вообще реальная квалифицированная юридическая защита у Зинченко в дальнейшем. Несмотря на всю эту информацию, Вячеслав Зинченко до сих пор отказывается верить в то, что его, по сути, оставили без постоянной квалифицированной защиты. Он эмоционально попросил суд дать всего 1 день, чтобы Криворучко смогла предоставить судебное определение, которое якобы позволяет ей продолжать работу. Суд, не обладая в тот момент полной и актуальной информацией, пошел навстречу этой просьбе. Завтра, 16 июня 2026 года, мы станем свидетелями очередной серии этого процессуального сериала. Появится ли Криворучко в зале суда? Предоставит ли она действующий документ, подтверждающий ее статус как защитника Зинченко? Или ситуация повторится, и Зинченко снова окажется в положении человека, вынужденного импровизировать без надлежащей юридической поддержки? Отдельная, очень интересная и важная тема – это возможная дальнейшая тактика Зинченко. В своих предыдущих видео, друзья, я уже неоднократно говорил о стратегии, которую обвиняемый может попытаться реализовать. Речь идет о заявлении ходатайства о реализации его права на использование русского языка в судебном процессе в соответствии со статьей 42 УПК Украины и положениями Конституции. После вполне вероятного отказа суда в удовлетворении ходатайства Зинченко о его праве использовать русский язык, и этот отказ особенно вероятен в западном регионе, то есть во Львове, после такого отказа в ходатайстве Зинченко может заявить отвод всей коллегии судей в связи с предвзятым отношением коллегии к русскоязычному обвиняемому. И еще на том основании, что коллегия не прореагировала на заявление председательствующего Невойта, которое прозвучало 1 мая 2026 года, в котором он назвал русский язык мовой оккупанта. Так вот, такая возможная тактика, классическая и многоходовая, она направлена на создание формальных оснований для дальнейшего обжалования практически всех судебных решений. Судебный процесс несколько будет более длительным, но тактика вполне реализуемая. Однако без опытного, квалифицированного адвоката, который грамотно сформулирует все ходатайства, правильно зафиксирует каждое нарушение, выстроит четкую последовательность действий и подготовит необходимые аргументы, реализовать такую стратегию крайне сложно и рискованно. Сейчас, когда Зинченко фактически остался без постоянного профессионального защитника, шансы на успешное и эффективное проведение этой многоходовой комбинации с русским языком существенно снижаются. Он рискует либо упустить подходящий важный момент, либо сделать все слишком топорно, что суд легко отклонит как необоснованное, якобы. Я не исключаю, что уже завтра мы
можем увидеть именно эту попытку, особенно в случае, если Криворучка снова не появится в зале суда. То есть Зинченко может пойти на таран, заявить отвод всей коллегии судей, а потом, возможно, разыграть эмоциональную карту, обморок, проблемы со здоровьем или другие подобные действия. Но, еще раз повторю, без грамотного юридического руководства это будет выглядеть более как проявление отчаяния, чем как продуманная профессиональная стратегия защиты. Вся ситуация вокруг этого дела постепенно, как мы видим, превращается в настоящий юридический цирк, который недопустим для серьезного уголовного процесса по тяжкому преступлению. Обвиняемый не должен каждый раз гадать, есть ли у него сегодня адвокат и кто именно будет его защищать. Адвокат не имеет ни морального, ни профессионального права оставлять своего подзащитного в таком глубоком информационном и правовом вакууме, а суд вынужден работать в условиях постоянной неопределенности, и это тоже не способствует качественному отправлению правосудия. Госпожа Криворучка. Если вы смотрите это видео, пожалуйста, выйдите на связь как можно скорее. Объясните ситуацию публично. Коммуницируйте со своим подзащитным. Предоставьте суду и всей общественности четкий и юридически выверенный документ. Такое ваше поведение серьезно подрывает доверие не только лично к вам, но также и ко всей украинской адвокатуре в целом. Дорогие друзья, это дело касается далеко не только судьбы одного человека. Оно касается фундаментальных принципов правосудия, качества адвокатской деятельности и того, насколько реально в нашей стране сегодня работает конституционное право на защиту. Пишите в комментариях ваше мнение, считаете ли вы нормальным такое поведение адвоката в резонансном деле. Пойдет ли завтра Зинченко на отвод судей и использование языкового вопроса как главную тактику? Как вы оцениваете шансы на успех этой тактики? Будем внимательно вместе наблюдать и подробно разбирать каждое следующее действие в этом процессе. С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик, чтобы не пропустить свежие разборы. До завтра. Следим за следующим судебным заседанием. По возможности донатьте, реквизиты вы найдете в описании в первом закрепленном под видео комментарии. Берегите себя и следите за соблюдением закона. До новых встреч!